Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я представляю вам обзор видеокарты GeForce GTX 660 Ti от Polit Jetstream. Вот такая видеокарта. Я ее покупал с Авито, и она стоила на Авито 5000 рублей, а в другой валюте, округляя, получается $80, а в еще одной валюте 68 евро. Вот такие цены. Это на сегодняшний курс. Внешний вид этой видеокарты оставляет приятное впечатление. Даже несмотря на то, что это видеокарта 2012 года выпуска. Можно сказать, что ей уже 6 лет есть. И мы сегодня узнаем, на что она способна в 2018 году. Будут игровые тесты, и будем ее вот так вот осматривать. Вот, например, здесь наклеечки есть. И как видите, здесь ее разбирали, чтобы поменять термопасту. Но надеюсь, там только термопасту меняли. Вот, видите. Судя по этим болтам, она разбиралась не один раз. Сами видите. Вот такой текстолит черного цвета. По разъемам у нас тут два DVI разъема. Один DVI-D, другой DVI-I. DisplayPort и HDMI. Все, что нужно для жизни. И здесь есть решетка для отвода горячего воздуха. Но она особой роли не решает, потому что все равно основная часть горячего воздуха, она выходит обратно в корпус. Например, она отсюда выходит. Через эти отверстия в этом пластиковом кожухе. Есть разъемы 2 6-пин. Она питается, эта видеокарта питается двумя разъемами 6 пин. И нужно это иметь в виду. И блок питания нужен минимум 500 Вт, ну не меньше. Здесь надпись Polit. Ваш дом спалит. Но хотя мы узнаем, спалит ваш дом или нет. На лицевой части здесь тоже надпись Polit, надпись Jetstream и иероглиф. Кстати говоря, этот иероглиф на японском языке, и он означает ветер, ну или воздушный поток. Такие вентиляторы, которые имеют вот такую форму. Можно сказать, они имеют аэродинамическую форму. Они размером 88 мм. В простой эту видеокарту почти не слышно, но в играх все-таки ее можно услышать. Также про систему охлаждения. Здесь есть 3 медные трубки. Ну, впрочем, маловато, но сойдет. И такой радиатор есть. И вроде бы даже не погнутый. И это хорошо. Вот можете рассмотреть там. Но я кожух все равно не буду открывать. Здесь есть винты. При необходимости можно разобрать и поменять термопасту. Вот здесь вот уже немножко покоцано. Скорее всего, прошлый владелец покоцал. Здесь немножко покоцано. Видимо, он через HDMI подключал. Раз уж здесь покоцано. Не попал, наверное. С первого раза. Вот, такой небольшой радиатор. В принципе, справляется эта система охлаждения.
И в играх она греется до 75-76 градусов. Вот максимум это 76 градусов. И обороты не самые высокие, там в пределах 60% работы кулера. Но хороший показатель. Это хороший показатель для этой видеокарты. Но все равно она шумноватая. Здесь контакты под материнскую плату. Кстати говоря, эта видеокарта версии PCI Express 3.0. Также здесь есть контакты для SLI, то есть можно подключить сразу 2 или даже 3 видеокарты. Вот представляете, подключить хотя бы 2 точно таких же видеокарт, и будет такая печка, это просто забей. Тогда вы можете даже за отопление не платить в этом году. И, кстати говоря, у этой видеокарты есть подсветка даже на этих 2 вентиляторах. Вот здесь, например, здесь есть, по-моему, 2 или 3 светодиода. Здесь то же самое, и они имеют подсветку такого синего цвета. Эту подсветку нельзя никак синхронизировать, она просто горит и все. Я надеюсь, мозолить глаза она сильно не будет. Но в принципе так оно и есть. И если вас смущает температура в 70-75 градусов, то я думаю, для такой видеокарты это все-таки нормально. Я думаю, это нормальный показатель. Но может быть, когда она была новой, она была чуть меньше температуры были бы. Но я думаю, не стоит из-за этого слишком сильно переживать. Видеокарта с графическим процессором GK104 на архитектуре Kepler. Максимальное разрешение 2560 на 1600. Минимальная частота видеочипа 1006 МГц. Турбочастота 1098 МГц. Но в играх лично у меня эта видеокарта бустится до 1137 МГц, как будто ее разогнали и сохранили показатели. Число универсальных процессоров 1344, текстурные блоки 112, блоки растеризации 24, 2 гигабайта видеопамяти, GDDR5 с частотой 6108 МГц, шина 192 бита, максимальная пропускная способность памяти 146,6 гигабайт в секунду. PCI Express 3.0, есть поддержка SLI до 3 видеокарт. Максимальное энергопотребление 152 Вт. Необходимо дополнительное питание 6 пин, 2 разъема по 6 пин. Блок питания для такой видеокарты нужен не меньше 500 Вт. А если даже SLI, то не меньше киловатта. Длина видеокарты 247 мм. Первая игра на тесте это GTA 5. Геймплей я записывал через NVIDIA Shadow Play, так что производительность практически не упала. Настройки графики ультра, но практически все ультра, но сглаживание включено FXAA, а качество текстур поставлено на стандартное. И в итоге мы получаем в основном FPS 55,
кадров в секунду 50, бывают просадки до 35-30, но FPS ниже 30 никогда не падал. В общем, на таких настройках играть можно. Crazy rednecks. You're really making my skin crawl. Let's do this! Fallout 4. Настройки графики вы видите сейчас на своих экранах. И с такими настройками графики очень даже комфортно играть. И FPS в основном держится 60 или около 60. Просадок ниже 40 FPS не было. This whole market smells like noodles and blood and shampoo and ammo. No, not now. Remember, swatters will win you the game. The game of beating... You read that article? Public occurrences? Damn sense could be anywhere. Hello, Father. We are here to make the Institute's presence known to the surface. Got a reason for bothering me? Get lost. Chem I Care cares about you. All your medicinal needs. Who needs a haircut? Everyone needs a haircut. Step up.
しますか? Dr. Pensky runs a hydroponics lab here. She may have some work for you if you're interested. Pretty good tour, right? The Overseer says I'm good with people. Way better than Gran. But I don't know. I think Gran's pretty good. At least with me, she is. It's good to have Austin back. Class wasn't the same without him. Katie. You saved Austin's life. Dr. Forsyth said without that cure, there would have been nothing they could have done. Stay safe, sir. Dr. Penske's pretty If you need a relieved doctor, about Austin. Forsyth and I've never seen her so worried. Well, Austin is like a son to her. I would have been pretty worked out. Yeah, glad she's back to her normal, quirky self. That doesn't belong to you. What just happened? CSGO. Тестирую в мультиплеере. Настройки графики вы видите на своем экране. FPS в основном держится на уровне 100, 110, 120 кадров в секунду. Очень редко FPS проседается до 90, но ниже 90 FPS не опускается. Ведьмак 3. Настройки графики средние-высокие. FPS держится на уровне 45, 40, 35 FPS. И даже несмотря на график фреймтайма, который сходит немножко с ума в этой игре, но играть вполне неплохо, даже я бы сказал комфортно. И FPS ниже 30 не опускался. Как вам нравится в Новиграде? За молитвы силе вечного огня, защитника нашего. Эй, гологоловый! Мой муж руководитель. Даром напить. Опыта наберешься. Цеховые списки поедут, попадешь.
Эх, ведьмак, вот у тебя жизнь. Евротрак Simulator 2. Настройки в этой игре выкручены практически все на максимум, можно сказать даже максималки. FPS в этой игре держится на уровне 35 кадров в секунду, но если вы проезжаете через хорошо освещенные участки, проезжаете места там, где много освещения, то FPS может просаживаться до 30-25, даже бывало до 23, но играть все равно вполне комфортно на таких максимальных настройках графики. Кстати говоря, если вы хотите видеть больше игровых тестов с этой видеокарты, то я чуть-чуть попозже сделаю более большой игровой тест. Там будут уже World of Tanks, Fortnite там будет, и по возможности, если у меня получится, то даже Far Cry 5. Так что ссылка на... Я выложу этот ролик на свой второй канал, и ссылка на него будет в описании, и в комментариях напишу и закреплю. И в конце я хочу сказать, что эта видеокарта в 2012 году, она была очень хорошей видеокартой, даже можно было в то время сказать, она с запасом на будущее, но в 2018 году она тоже справляется с релизами 2013-2015 года. Можно в GTA 5 погонять, можно в Доту погонять, в КС, танки, War Thunder и все тому прочее. Если бы мамкин гиперспортсмен, то эта видеокарта хороший выбор для вас.
и даже в 2018 году. Даже не знаю, как будет в 2019, но в 2018 году она вполне себя оправдывает. Она неплохая видеокарта для Dota и CS, скажем так. Для таких нетребовательных игр там будет хоть 60 FPS, там точно будет, а то и даже 100, там в CS, например. И вот, и крупные AAA проекты типа Ведьмака, Fallout 4. Да, Ведьмак она неплохо тянет на средних настройках. Да, эта видеокарта неплохая, но все равно где-то через 3 года ее, скорее всего, не будет хватать. Я думаю, за 5000 рублей это было хорошее предложение. Но даже несмотря на то, что это палит. Да, она греется в 70 градусов, но зато вам зимой будет тепло. То есть зимой вы точно не замерзнете на этой видеокарте. И для этой видеокарты нужен хорошо обдуваемый корпус. Даже с моим корпусом, там в 2 вентилятора, один на вдув, один на выдув, в принципе неплохо справляется, но я все равно буду ставить дополнительные вентиляторы в корпус, чтобы хорошо обдувалась эта видеокарта. Насколько я знаю, когда она продавалась в 2012 году, она стоила чуть ли не 10к. И в то время это было довольно-таки много. Но сейчас, в 2018 году, она практически наполовину подешевела, скажем так. И я думаю, это пошло на пользу. Стоит ли ее брать в 2018 году? Я скажу, все-таки в какой-то степени стоит ее брать, потому что для сегодняшних игр она вполне неплохая, на ней можно поиграть в игры. Но остаются вопросы насчет будущих релизов, например, Fallout 76, Skyrim 6, Cyberpunk 2077. Вот на этих играх нужно заострить тоже внимание. Потому что я не знаю, как пойдет видеокарта на этих будущих релизах 2019-2020 года. Там Stalker 2 пойдет ли на этой видеокарте или нет. Может быть, кто из будущего, можете написать в комментариях, как эти игры там. Они удались, и это годнота, или опять скатились они. Если у вас ограниченный бюджет, то на эту видеокарту можно посмотреть ее на всяких Авито и других сервисов по продаже БУ техники. Если вы смотрите рынок БУ видеокарт и присматриваетесь к GTX 660, то по возможности GTX 660 Ti ее можно купить. Она не слишком сильно отличается. И, кстати говоря, даже по частотам она по сравнению с обычной GTX 660 Polite, частоты не отличаются. У них отличаются, насколько я знаю, только число блоков вычислительных. То есть математический блок у этой видеокарты, у TI версии, она отличается. И когда будете выбирать эту видеокарту, все-таки будьте осторожны, будьте бдительны. Особенно когда все-таки, чтобы не наткнуться на видеокарту, которую майнили. Хотя сейчас в 2018 году майнить, но невыгодно. По крайней мере на июль этого года, на август этого года. Тогда невыгодно, но на майнинг сейчас напороться стало сложнее, потому что он уже закончился. И все-таки выбирайте осторожно эту видеокарту, посмотрите всякие ролики на ютубе, чтобы быть бдительным, брать с собой набор программ, например, 3D Mark, там GPU-Z и другие программы, которые проверяют видеокарту. И если все в порядке, то можно брать эту видеокарту. Если что-то не так, то все-таки стоит подумать насчет этой покупки. Но, кстати говоря, я не заметил то, что она бустится до 1137 МГц.
но все равно вроде бы вылетов особых не было. Только если что, в Ведьмаке иногда драйвера спадают. Но это ничего страшного, потому что это случается очень редко. И в общем, если у вас нет денег, то и вы смотрите БУ рынок, это видеокарта GTX, даже обычная 660, это хороший выбор за свои там 5000, может быть 6000, но я думаю, все-таки, если продавец предлагает цену там 7-8 тысяч, то я думаю, его смело можно слать нахер, потому что эта цена, думаю, она не слишком оправдана. Вот 5000 это другое дело, это нормальная цена. Даже если получится, то можно сторговаться хотя бы до 4500, но хотя вряд ли, это и так слишком низкая цена для такой видеокарты. В общем, это однозначно неплохой выбор, но нужно хорошее охлаждение для этой видеокарты. И это, кстати говоря, факт. В общем, с вами был канал Mobile S. Я думаю, вы меня поддержите, хотя бы поставив лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем хороших игр, хороших релизов. Всем до свидания, всем удачи и всем пока.